Всем привет! Сегодня приготовим быструю и оригинальную закуску всего за пару минут. Простые ингредиенты в идеальном сочетании делают ее особенно вкусной. На крупной терке трем крабовые палочки, их понадобится 100 грамм. Также сюда трем 100 грамм брынзы. Ее можно заменить другим сыром, но я очень рекомендую брать брынзу, именно она максимально идеально сочетается с помидорами. Добавляем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Все заправляем майонезом и перемешиваем. Помидоры нарезаем кружочками. Толщина кружочков должна быть примерно 7-9 мм. Сильно тонко не нарезайте, так как будет неудобно брать закуску. На блюдо выкладываем листья салата. Сверху на зелень выкладываем кружочки помидоров. На каждый помидор кладем подготовленную начинку. Этого количества начинки мне хватило на 14 кружочков помидоров. Для этого количества начинки я нарезала 3 помидора среднего размера. Сверху все немного посыпаем черным молотым перцем. Закуска готова, подаем ее на стол. Закуска из помидоров получилась необычайно вкусной и легкой. В ней прекрасно сочетается солоноватая брынза со сладкими томатами, а чеснок и крабовые палочки придают этой закуске неповторимый вкус. Готовится она очень просто и быстро и подходит к любому столу. Также у меня на канале есть и другие рецепты закусок. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Вторыми приготовим очень вкусные и быстрые бутерброды с сыром и помидорами. 200 грамм полутвердого сыра трем на мелкой терке. Я использую сметанный сыр, но можно взять и любой другой. К сыру добавляем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Добавляем майонез. И все перемешиваем. Также сюда по желанию можно добавить укроп. Приготовленную массу выкладываем на ломтики багета. Я их предварительно поджарила в тостере. Также багет можно поджарить в духовке или на сковороде. Этого количества начинки мне хватило на один длинный багет. 4-6 помидоров небольшого размера нарезаем кружочками. Кружочки помидоров выкладываем на сырную начинку. Сверху бутерброды украшаем листиками петрушки. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо. Подаем на стол. Бутерброды получились очень вкусными, сытными и яркими. Нежный сыр, пропитанный ароматом чеснока, идеально сочетается со свежими сочными помидорами. Готовятся эти бутерброды максимально просто и быстро, но их насыщенный вкус и яркий вид никого не оставят равнодушными. Третий приготовим закуску хвост павлина. Она яркая, красивая и очень вкусная. Такая закуска прекрасно подходит как для праздничного стола, так и на каждый день. Сначала подготовим баклажаны. 2 средних баклажана моем и нарезаем кружочками. Стараемся нарезать немного под углом. Нарезанные баклажаны перекладываем в миску. Солим их и перемешиваем. Подготовленные баклажаны выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Сверху каждый кусочек смазываем растительным маслом. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 15-20 минут. Пока запекаются баклажаны, подготовим остальные овощи. 3-4 небольших помидора нарезаем кружочками. 2-3 небольших огурца тоже нарезаем кружочками под небольшим углом. Примерно 8-10 черных оливок без косточек разрезаем вдоль пополам.
Берем 2 столовые ложки майонеза и в него добавляем чеснок через пресс. Все перемешиваем. Баклажаны уже запеклись. Готовность проверяем вилкой, они должны легко прокалываться. Баклажаны остыли, складываем в закуску. Остывшие баклажаны раскладываем по большой тарелке. Нижнюю часть каждого баклажана смазываем подготовленным майонезом. Кладем по одному кружочку помидора на каждый баклажан. Помидоры также немного смазываем майонезом. Кладем кусочки огурца. Половинки оливок немного смазываем майонезом и кладем их на огурцы. Закуску украшаем листиками петрушки. Закуска готова, можно подавать на стол. Закуска «Хвост павлина» получилась очень красивой и вкусной. Она прекрасно подходит для приготовления в сезон баклажанов, готовится просто и достаточно быстро. Четвертый приготовим быструю закуску из сладких перцев с начинкой. Она выглядит красиво и отлично подойдет на праздничный стол. Такую закуску по достоинству оценят все гости. Сначала приготовим начинку. 200 грамм сыра трем на мелкой терке. 5 вареных яиц трем на крупной терке. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. В миску кладем тертый сыр, подготовленные яйца и насыпаем укроп. Немного солим. Сюда же выдавливаем 2-3 зубчика чеснока через пресс. Начинку заправляем майонезом и перемешиваем. Для этого количества ингредиентов мне понадобилось 6 столовых ложек майонеза. Начинка готова. 3 крупных сладких перца моем и разрезаем пополам. Аккуратно вырезаем плодоножку с семенами. Я для этой закуски взяла 2 красных перца и 1 желтый. Подготовленные половинки перцев заполняем приготовленной начинкой. Начинку кладем плотно и без пустот, чтобы потом она не выпадала. Количество начинки зависит от размера перцев. Ее может понадобиться немного меньше или больше. Каждую начиненную половинку перца разрезаем на 4 части. Сначала режем пополам, а затем каждую четвертинку еще раз пополам. Закуску красиво выкладываем на большое плоское блюдо по кругу. В серединку тоже выставляем перец с начинкой. Для красоты в промежутках между закуской кладем веточки укропа или листики петрушки. Закуска готова, можно подавать на стол. Закуска перца с начинкой получилась по-праздничному красивой и очень вкусной. Пикантная сырно-яичная начинка и сочный хрустящий перец отлично сочетаются между собой. Готовится она просто и быстро, а с ее приготовлением справится каждый. Эта закуска на столе долго не задерживается, обязательно ее приготовьте. Следующими приготовим максимально простые и очень вкусные бутерброды с тунцом. Готовятся быстро, а съедаются еще быстрее. Нарезанные ломтики батона выкладываем на противень. Ставим в разогретую духовку до 220 градусов. Сушим примерно 8 минут. Также батон можно поджарить в тостере. Готовим начинку. В миску кладем 185 грамм тунца в масле. Масло нужно предварительно слить. Разминаем рыбу вилкой на более мелкие кусочки. Один помидор среднего размера нарезаем сначала пластинками, а затем маленькими кубиками. Нарезанный помидор добавляем к тунцу. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 столовую ложку майонеза. Перемешиваем. Сюда же добавляем 1 зубчик чеснока через пресс. Перемешиваем.
Начинка готова. Батон уже поджарился в духовке. Начинку выкладываем на подготовленные ломтики батона. Этого количества начинки хватает примерно на 10 бутербродов из батона. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Петрушкой посыпаем бутерброды сверху. Готовые бутерброды выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с тунцом и помидором получились очень вкусными и легкими в приготовлении. Все ингредиенты прекрасно сочетаются между собой. Такие бутерброды подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Шестой приготовим закуску с крабовыми палочками. Это незатейливая и вкусная закуска с красивой подачей. Готовится просто и недолго. Сначала подготовим начинку. 3 вареных яйца разделяем на желток и белок. Отдельно трем белки на мелкой терке. Желтки тоже трем на мелкой терке. Также на мелкой терке трем 100-120 грамм сыра. В миску кладем тертые белки и сыр. Сюда же выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока. Добавляем 2-3 столовые ложки майонеза и все хорошо перемешиваем. Начинка готова. Берем одну крабовую палочку и аккуратно ее разворачиваем. Чтобы легче было найти край, крабовую палочку нужно немного согнуть. Кладем примерно 2 чайные ложки начинки и равномерно распределяем ее по крабовому мясу. Крабовую палочку с начинкой сворачиваем в рулет. Так начиняем все крабовые палочки. Для этого количества начинки понадобится 200 грамм крабовых палочек. Так как палочки у меня длинные, то я их разрезаю пополам. Каждую начиненную крабовую палочку сверху смазываем майонезом и обмакиваем в тертый желток. На большое плоское блюдо выкладываем по кругу листья салата. 100 грамм помидоров черри разрезаем пополам. По кругу на салатные листья, оставляя небольшое расстояние, выкладываем начиненные крабовые палочки. Между крабовыми палочками кладем половинки помидорчиков. В середину блюда выкладываем оставшиеся крабовые палочки. Середину с крабовыми палочками украшаем листиками петрушки. Еще больше разных рецептов закусок смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Блюдо готово, можно подавать на стол. Закуска с крабовыми палочками получилась вкусной и очень красивой. Готовится просто и быстро. Если не хватает времени, то ее можно подать без зелени, просто сложив на тарелочку.